Здрасте. Ух ты. Новое достижение нарушения покоя мертвых. Почему это клад? Что это было? Корабль? Стоп, что? Бурис? Черный. Ох, ну что, ребята, играем в великого управленца. На меня тут скинули еще одного человечка. В этот раз вроде бы не раб, но зато вполне себе молчаливая творческая личность. Вот так вот. У меня на него планы. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, где мы познакомились с молчаливой творческой личностью. Нет, на самом деле мы познакомились с каким-то одноруким и неразговорчивым дедом. Здравствуйте, дед без имени. Я бы, честно говоря, тут же о нем забыл, если бы не одно но. Ребята, это не просто дед, это не просто скульптор. Перед нами человек, который создал эту огромную статую фараона. А что же это означает? Да то, что перед нами потенциально тот, кто может рассказать чуть больше о себе, о фараоне, похожем на Джодаха, и, возможно, даже рассказать то, что будет нам полезно в дальнейшем. Да? Поболтаем, кстати говоря, ну-ка. Молчать будете, да? Может быть, все-таки... Ладно, видимо, он все-таки ничего не... Ты не видишь? Я тебя игнорирую. А, вы игнорируете? В плане... Погоди, еще раз давай. Я занят, парень. Игнорирую. Ну не игнорируйте. Ай, хорошего тебе дня. Но он, видимо, будет сейчас то же самое, да, говорить? А, нет, подожди. Мы его бесим. Ты не видишь? Я тебя игнорирую. Нет, все-таки он будет говорить то же самое. Но это было прикольно. И не видишь, я тебя игнорирую. Но если серьезно, то это прискорбно. Потому что это единственный человек, который может рассказать в сравнении с Абди куда больше информации. Но именно он меня игнорирует. Ну серьезно. Могли бы поболтать. Я ему стамеску дал, молоток дал. Кстати, молоток. Я прошу прощения, а как вы пользуетесь молотком, если вы однорукий? Наверное, это очень хороший скульптор. Очень-очень. Тем не менее, Абди, слушай, давай мы с тобой поговорим. Ну-ка. Ничего не скажешь? Так, ладно, видимо, сегодня все неразговорчивые. В любом случае, у меня шикарные новости. Ребята, в предыдущей серии, ну и получается в этой серии, я пока что не тратил скоробеев. Вы поглядите, как их много. Накопилось 6 золотых, 5 ауритеховых и даже 2 лазотеповых. Конечно же, я это потрачу. Но перед этим спать, все бесполезное убирать. И к богу фараону подбегать. Здрасте. Так, у меня 2 железных скоробея. Наверное, сначала их потрачу. И что же я хочу? А хочу я, наверное, прокачать лук. Да, давно пора. Скорость атаки мы давным-давно прокачали. Во, урон от снарядов. Так, погоди-ка, а лук на каком уровне я могу использовать? Проверка. Подожди, чего? Я когда угодно могу это использовать? Так это же имба! Почему я до сих пор его не скрафтил? Урон от снаряда по-любому прокачиваем. Вот, тут есть даже плюс 20%. Далее плюс 10%. Далее добываем всего лишь 3 нитки. Ой, аккуратненько. И как же я надеюсь, что меня не обманули. Если там действительно можно использовать когда угодно, то луки по-любому надо прокачивать. 1 и 16 скорости атаки. Было просто 1. Как это интересно работает? Насколько это быстрее? Так, ну да. Я реально куда быстрее натягиваю. У-ху-ху! Шикарно! Итак, 6 золотых скоробеев. Куда мы потратим? Правильно, бой. 1, 2, 3. Почему я не могу? Господи. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ух, ни хрена себе! У меня сразу 4 навыка открылось. Ну-ка, ветер пустынь. Удваивает скорость натяжения тетивы за каждый уровень перка. Сколько стоит? 5! Это все мои скоробеи, буквально. Но при этом я могу стрелять еще быстрее. Это круто. Так, это что такое? Тяжелая рука. С вероятностью в 1% за уровень, каждая атака топором может наложить на цель эффект оглушения на 1,5 секунды. Нет, не надо. Иссечение плоти. С вероятностью в 1% за уровень, каждая атака мечом может наложить на цель кровотечение, наносящее ей процентный чистый урон. Вот это по-любому. Так, у меня сейчас 1% шанса. 2.
Ой, стой! Стой, стой, не надо! Я же меч сейчас не могу использовать. Мне нужен минимум 30 уровень боя. А у меня пока что 10. Блин, зря прокачал. Так, тогда пока ауритеховых не трачу, проверим, на что могу потратить лазотеповых. Ух, у меня 2 штуки. Автоматически плавит предметы в левой руке. Вот, как будто это очевидно. Конечно же, да. Все. Так, в левой руке, да? Допустим, я возьму... Что я могу переплавить? Пшеницу могу? Ну-ка. Не могу. Тогда возьмем что-нибудь интуитивно понятное. Допустим, рудное железо. Проверяем. Ой-ой-ой-ой-ой. Да это же реальная имба. У меня начинает складываться ощущение, что весь этот сезон это какой-то сон. Реально, я становлюсь все круче и круче. Хотя в предыдущем сезоне подобные прокачки стоили мне очень дорого. Так, скульптор, я поспал, может быть поболтаем? Это ты. Я хочу сделать статую. Ага. А ты теперь, я смотрю, заговорил? Ты поклоняешься кому-нибудь? Я заметил, твой маленький Абд явно поклонник Кнеф-Мтити. Ну да, это правда. Хочешь, я сделаю для него статую богини смерти? Ух ты! Так, уже вижу какую-то новую кнопочку. Подкупить. Хочу. Во сколько мне это обойдется? На самом деле странно, что я как бы соглашаюсь на его предложение, но при этом здесь подпись «подкупить». Возможно, в будущем я буду именно подкупать. А конкретно в данный момент я скорее соглашаюсь, чтобы просто его задобрить. Может быть, он там что-то скажет наконец-то. Давай. Какой деловой. Нет, утены мне не нужны. Мне нужен материал. Достанешь мне много песчаника? Песчаника? Да, без проблем. Хорошо. Для статуи потребуется место. Она выйдет тяжелой, так что ее лучше делать сразу там, где она будет стоять. Поставь где-нибудь песчаника примерно 3 на 3 на 4 метра. Да. Как сделаешь, сразу начну работу. Иди. Ух ты. Так, слушайте, прикольно. Подожди, мне нужно поставить 3 на 3 и 4 блока в высоту, да? Что это он мне дал? Разметка статуя Кнеф-Мтити. Грубая разметка под статую богини смерти. Так, и как это работает? О! Вау! Ни хрена себе, как это круто! Ты посмотри, я могу прям выбирать. И красным подсвечивается, что здесь я не могу ставить. Я, наверное, поставлю статую где-нибудь поближе к фараону, да? То есть порт это не очень место вот здесь. Нет, не очень. Как будто вот тут вот, вот смотрите, вот так вот в линию, если выстраивать абсолютно все статуи, ну, типа, если все статуи смотрим, то это идеальное место. Поэтому я прошу прощения, травушка-муравушка. А ну-ка, до свидания. Допустим, здесь, вот прям вровень по этому складу. И если мы смотрим, одна статуя. Так, получается потом вот здесь вторая. Потом вот здесь третья. Господи, я уже запутался, честно говоря. Ну, по сути, да, на 5 статуй, если, допустим, у нас 5 богов, хватает этого места. Я не знаю, просто я заранее это продумываю. Мало ли он потом захочет соорудить вторую, третью, там, 10-ю, 20-ю. Но мне уже нравится. Чисто механика прикольная. Окей, нужно песчаника 3 на 3 и еще 4 в высоту. Прежде чем я пойду за песчаником, у меня шикарные новости. Вы поглядите, как много опыта прямо передо мной. И как много утенов я могу сделать из этой пшеницы. Йоу, ни хрена себе! Я за одну эту полянку получил 2 железных скоробея. Я просто напоминаю, если мы берем удочку и вылавливаем, то мы получаем сейчас примерно по 30 опыта. Да, наверное, пшеница сейчас куда быстрее и эффективнее, но мы можем прокачать Нильский прилив. И каждый такой уровень дает плюс 5 опыта за каждую ловлю. А теперь представьте, что эту удочку можно еще и зачаровать. То есть я по-любому должен как можно быстрее идти к чародейскому столику. Так, получается 3 умножить на 3 это 9, 9 умножить на 4 это 36. 36 песчаника. Легко. Телепортируемся домой. И, честно говоря, тут еще немножко подумал и понял то, что нет, я не хочу вот эту территорию сейчас загромождать какими-то сюжетными постройками. Потому что я вот что понял. Типа, сейчас я здесь помещаю статую, а потом надо будет вокруг статуи еще что-то построить. И это уже превратится в какой-то бред. Типа, вот это надо будет удалить, дом снести. Я хочу дом сохранить домом. Вот. А не каким-то пристанищем для статуи. Поэтому вот здесь вот поставим подальше. Это все еще близко. Но, по крайней мере, я буду уверен, что ничего плохого не случится. Yes! Обновление задания скульптура Кнеф-Мтити. Хо-хо-хо. Ну, давайте проверим. Что скажешь? Ух ты ж, господи. Уже поставил, да? Ну, тогда я приступаю к работе.
Всего доброго. Как обычно, немногословно, тем не менее я хочу посмотреть, как ты будешь это делать. Типа, у тебя молотка нет. Вот я больше всего за это беспокоюсь. Казалось бы, я дал ему молоток и стамеску, а он работает только стамеской. Так, в итоге он реально идет к этому песчанику. Ну, он его долбить будет, да ладно. Как это будет выглядеть? Ну-ка. Круто! Ну ладно, видимо, ничего не произойдет. Так и быть, потом увидим. Как бы странно это ни звучало, но, ребята, я не забыл. Я не забыл, что произнес совсем недавно. Чародейский стол. Да, мне нужно до него дойти, и да, здесь понадобится алмаз. Я прекрасно понимаю то, что это как будто невозможно. Для добычи алмазов мне нужна железная кирка. А для железной кирки нужно копание 25 уровня. Следовательно, что? Правильно, не скрафтим. Но алмазы же можно найти не только копая, но еще и просто в сундуках. Ой, погоди, а что такое? Йоу, это что за город? Так, а может быть там алмазы будут? Давайте телепортируемся. Бам, все, могила на равнине. Ну и, короче, прям по... Ай, господи! Ай, тихо, 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 молодой, молодой! Короче, по ночным равнинам начинаем наше путешествие. Здрасте. Ух ты. Новое достижение, нарушение покоя мертвых. А почему это класс? Что это было? Бизон? What the fuck? Так, ладно, вы же добрый, да? Наковальня! Наковальню забираем. Так, хорошо, теперь у меня 2 наковальни. Бизон, ты что делаешь? Я просто думал изначально, что это какой-нибудь городок, в котором я могу найти алмазы и все такое. Но здесь, кстати, есть каменные кирпичи, их можно подобывать. Чисто, знаете, для декорации что-нибудь построить. Куча черепов. Ух ты, косточки. Так, это у нас... Куча паутины, хорошо, забираем. Даже на кладбище можно найти что-то прикольное и интересное. На том спасибо. Ой-ой, костяной крипер. До свидания. Я вас умоляю, ребят, скажите, что у вас есть алмазы. Ох, кожа, хорошо. Придется... Придется немножко это разграбить, эти надгробия. Вы уж простите, подводная ходьба, золото. Не, ну если золото встречается, то и алмазы, да, наверное? Тут главное все-таки надежду не терять. Так, кожа, это прям тоже дорого. В предыдущей серии долго добывали кожу, помню. Как много костной муки, боже! Я уже люблю этот данж. Ребята, это реально хороший данж. А мы тем временем забираем кости, забираем все то, что мне по-любому в будущем пригодится. И постепенно радуемся жизни. Алмазы все-таки не попались. Обидно. А, так тут еще надгробие, погоди. Ой-ой-ой, осколок аметиста. Из этого можно сделать, кстати, эту подзорную трубу. Вот она. Понадобится еще медный слиток, который я, кстати, по-моему, здесь нашел, да? Вот оно. А кладбище тем временем продолжается. Надгробий здесь просто пруд пруди. Я реально могу все расхитить и все забрать. Вау, тут еще и саркофаги, ну-ка. Е-мать. Медные блоки. 9 штуковин. Вау, тут даже есть песок душ, который я искал в предыдущей серии. Отлично. Ребят, перед вами прямо сейчас самая охрененная новость. Да, этот саркофаг. Внимательно в него заглядываем и... Та-дам! Алмазная руда. Одна единственная алмазная руда, которая попалась мне в саркофаге. Все, больше ничего такого не попадалось, но может быть здесь? То есть, я понял, алмазы можно найти именно в саркофагах. Но какая же это редкость? То есть, мне попадаются только деревянные могилы. Ай-яй-яй-яй, я походу нашел самую дорогую могилу, вы поглядите. Саркофаг. Так, череп визер-скелета и... Эх, было бы прикольно, если бы здесь был алмаз. Но зачарованное золотое яблоко тоже неплохо. Древние обломки забираем. Ачивочку получаем, хорошо. Да ладно! Да ладно! Вторая алмазная руда! О боже! О боже! Так, ладно, мне кажется, пора уже постепенно возвращаться, да? Потому что я накопил так много вещей, что, ну, хватит, хватит! А, ну хотя это было и так последнее кладбище, поэтому в целом я все осмотрел. Остаются только вот такие вот деревянные ящики, но тут в основном кости, кости и кости. В общем, по возвращению домой мне нужно первым делом все складировать. Я это уже сделал. Далее взять алмазы и проверить, они переплавятся? Да. О-о-о-о. Ну что, чародейский столик получается, да? Погоди, а там же обсидиан нужен. Бляха-муха, я вообще об этом не подумал. У меня было 4 обсидиана, но я его поставил на портал. Тупанул я, ребят. Так, хорошо, а что у нас там по скульптору? Он все еще делает, но не делает. Да?
все еще точит, все еще делает. Но жалко то, что здесь ничего не появляется. Было бы реально прикольно. Короче, чародейский стол, видимо, недосягаем в плане крафта, но я напоминаю, мы нашли торговца, который торгует чародейским столом за 64 утена. Да, я понимаю, это дорого, но это буквально единственное, что мы можем сейчас сделать. То есть я, конечно, могу где-то как-то поискать обсидиан, но такое ощущение, что это невозможно. Мне нужна там кузница или ад. Кстати, погоди-ка. Я знаю то, что обсидиан добывается в крепости Незера. По 2 штуковины. Ну, блин, по 2 штуковины это так себе, да? Прочие бастиона 4. Разрушенный портал всего лишь 1. И то с 9% шансом. А в крепости 2% шанса найти. Не-не-не, это отстой. Это дурацкая идея. Короче, самый простой способ это реально купить. А для этого нужно 64 утена. То есть мне по-любому нужно что-то торговать. Я помню то, что, по-моему, железо продается за 4 утена. 8 штуковин, да? То есть я могу теперь вот так переплавить быстро. Ай, да хорошо. И вот у меня 25 железа, следовательно, это примерно, ну, 10 утенов. Маловато, конечно. Зато я то же самое могу сделать с медью. Вот так вот. Далее я могу взять свои медные блоки, переделать их и... Вот это уже похоже на деньги. Да, ребят? На всякий случай я специально пересмотрел 6-ю серию, когда мы попали в порт Нара, и я увидел то, что помимо снопов сена, там еще и покупают снопы тростника. А я как раз недавно сделал ферму. То есть мы этот тростник добываем, мы его связываем, получаем связку. И мне даже интересно, как много я за это получу? 6 утенов, да? 6 утенов там. Далее снопы сена у меня еще где-то были, я, наверное, могу продать. Проверка. Вот, 36. А еще напомню то, что там был торговец, который покупал золотую морковку за 60 утенов. О, и еще кое-что. Я освежил память, посмотрев серию. И оказывается, я же еще рыбу продавать могу. С недавнего времени мы ловим очень много рыбы, поэтому давайте еще прокачаем Нильский прилив. 7, 8, 9, 10. Хо-хо-хо. Как много-то, а? И я, наверное, сейчас так много получу буквально за одно вылавливание, что мне, наверное, надо будет... Стоп, что? А, это селедка, я думал, там акула какая-то. Короче, я сейчас буду зарабатывать так много рыбы, что, скорее всего, мне надо даже почистить инвентарь. Эх, удочка, была бы ты еще зачарована. Ну-ка. Сюда! Пошел процесс. Так, и сколько мне опыта дали? Сейчас вот, допустим, 700. Мне должны были дать примерно 50, может быть, 55. Давайте еще раз выловим. Должны дать 55. Было 700 и 645. Да, дали ровно 55. Шик, блеск. Удочка, ты неплохо справилась. В итоге у меня 7 железных скоробеев и 4 золотых. Надо бы прокачаться. За золото, само собой, я прокачиваю бой. А за железо тут надо подумать. По идее, луки, да? Все так же идем в них. Скорость атаки с оружием дальнего боя. Еще быстрее стрелять! Да ладно! Конечно! Так, еще. И вроде бы больше нет. Так, ладно, а это что такое? Плюс 20% критический урон снарядов. Конечно, берем. Вот это мы прокачали. Но, знаете, вот так вот приближаешь, и кажется, что ой, мы так много прокачали. Потом вот так вот отдаляешь, и понимаешь, что за 10 серий, когда я активно прокачиваю этих скоробеев, я... ну, не знаю, наверное, процентов 10 прокачал. Я еще даже не дошел ни до одного желтого. А желтое это самое крутое. А, и еще вот такие вот. Какие-то, не знаю, железные, серебряные, фиолетовые, короче. Типа урон топоров, урон мечей, насыщение создаваемой еды плюс 50%. Как я буду это все прокачивать? Ох, у меня на это весь сезон, понимаете? Но мне кажется, что это будет очень сложно. Тем не менее, пойдем поспим и к скульптору побежим. Мало ли уже можно... О, Абзи. О, корабль. Стоп, что? Бурис? Черный. Ой. Вот это да! Никогда бы не подумал, что в этой части проклятого континента кто-то живет. Столько времени мимо плавал. Думал, тут все разрушается постепенно. А ну вон как. Я Зариф, мелкий предприниматель и торговец. Будем знакомы. Да, здравствуйте. Эй, слушайте, я знаете, что заметил? Последнее время Нар становится центром торговли, а где товар, там и купец. Верно? В общем, закрыл я свою фруктовую лавочку, а на накопленные утыны купил. Вот эту красавицу! Красиво. Что, правда нравится? Ну да. А хочешь прокатиться? Дамчу в порт Нара за какие-то 10 утенов. Туда-обратно в один день 15. Я пока так
изучаю, скажем, потребителя, поэтому отправляться буду, когда удобно тебе. Что скажешь? Интересно такое предложение? Чел, ты крутой. Фига у тебя шапка. Я все это время на нее пялился. Блин, а тебе не тяжело? Так, ой, в смысле, что вы предлагаете? За 10 утенов туда, за 15 утенов туда и обратно в нар? Конечно, конечно, интересно. Интересно, но только если за 10 утенов туда и обратно. Не интересует. Так, ты же у нас торговец, купец и все такое. Поторгуемся. Да, мне это интересно, но только если за 10 утенов туда и обратно. А? Чего? То есть ты хочешь, чтобы я работал себе в убыток? Ой. Ты хоть знаешь, насколько дорого и сложно обходится свой песчаный корабль? О, нет, не думай, парень. Соглашайся на ту цену, что я предложил. Пока я не поднял. Я единственный, кто готов возить людей с проклятого зеленого континента. Не заметил? Как подумаешь, приходи на корабль. Жду здесь. Простите! О, ё-моё, вот этот прыжок у вас. Я не хотел с вами ссориться. Где? Подожди. Так, Бурис, плохо. Скульптор, ну чуть-чуть получше, кстати, я об этом даже не думал. Нинель, нормально. Вилли, норм. Абди, охрененно. Зариф. О, еще хуже, чем Бурис. Блин, средняя репутация 36. И все, и он, получается, ходит, да? Кстати, на всякий случай хочу проверить. Допустим, мистер Зариф, здравствуйте. Я решил, что у меня есть достаточно товара, и я хочу с вами немножко это... Помореплавить. Мореплавание. Обалдеть. Так. Заброшенный порт. Кто и когда его забросил? И кто его построил? Ты сейчас здесь. Левая кнопка мыши для покупки билета. Либо в Нарфанис. Главный порт Нарфаниса. 10. Вау! Ребята! И у меня как будто вот здесь вот исследованная территория. То есть вот здесь еще куча другой территории. Охренеть! Каждую серию я просто поражаюсь с новой механики. Но, ладно, это... Мы тебя потом проверим. Мы проверим тебя потом. Блин, ну подожди. То есть он меня отвезет в порт Нара за 15 туда и обратно, да? Мне нужно обратно, то есть я по-любому соглашусь только на туда и обратно. Это 15. То есть вы понимаете, что мне нужно, получается, по-любому согласиться. Ну, я надеюсь, что он меня не обманет и все такое. И да, плавать, продавать мало товара, это невыгодно. Надо прям много-много. Поэтому давай сюда, пшеничка, иди сюда. Замечательно, целых 3 стака накопили. И, кстати, погоди, а этот Абди же, он, по-моему, тоже что-то копит, да? Давайте на всякий случай проверим. Во, 62 пшеницы. Кстати, в итоге я хотел со скульптором поболтать. Интересно, получится у меня или нет? Здравствуйте, работаем, да? Ну-ка. Парень, эта работа не быстрая. Не мешай мне. Я не хочу к тебе больше подходить, ты слишком злой. Вообще злой. Я еще, знаете, буду его донимать, он мне минус репутацию кинет. Абди, ты что скажешь? Я бы просто хотел знать меньше. Глубокая фраза, если так подумать-то, да? То есть он знает слишком много о боли и страдании, скорее. И он имел в виду, что хочет знать меньше той жизни, которую знает. В любом случае, мы берем, создаем побольше снопов сена. Итого у нас 57. Мы отнимаем 15 за поездку туда и обратно и получаем 42. Действительно ли отвезет нас Зариф Нарфанис? И продадим ли мы золотую морковку? Все это, да, опять же в следующей серии. Ребята, видно, что сезон 13 огней постепенно развертывается, постепенно разрастается, поэтому не забывайте, пожалуйста, подписываться. Ваши подписки и лайки позволят не только промотивировать меня, команду, но еще и не пропускать вам свежие видео. А сюжет ведь все прет и прет, поэтому лучше не пропускать. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, что вам понравился, надеюсь, что вы не пропустили эти слова мимо ушей, многие пропускают. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и какой-то Зариф. Всем удачи, всем пока, пока-пока-пока-пока.